Женщины остаются сверху. Новый сезон. Привет, меня зовут Анна Мангайт, это программа «Женщины сверху». Сегодня мы хотели показать вам материал, рассказывающий, что же такое женское обрезание. Как выяснилось, не все знают. Женское обрезание – это повреждение половых органов в немедицинских целях. Удаление или разрезание клитора практикуют в основном в мусульманской среде, делают девочкам до 12 лет. Его конечная цель проста – чтобы женщина никогда не испытывала удовольствия от секса. Эта практика признана нарушением прав человека, но по оценке ВОЗ ей подверглось более 200 миллионов женщин по всему миру. В 2018 году журналисты впервые написали, что подобные практики есть и в России, в частности, в Дагестане. Подробнее об этом в материале Евгении Зобниной. Пациент найдется, желающие есть. Но по медицинским показаниям мы не имеем права это делать. Откуда же берутся клиентки, которые просят восстановить последствия этой операции? Мы проводим восстановление малых и больших половых губ, проводим восстановление головки клитора из тела, то есть если такое имеется. И всегда улучшаем качество жизни, добавляем при этом гормональную терапию, все необходимые макро-микроэлементы. К Лилии и ее коллегам приходят после неудачной интимной пластики, но есть среди них и те, кто стал жертвами калечащей операции женского обрезания. О том, что они жертвы, женщины узнают только после замужества. Приводит муж за ручку. И порой невозможно бывает даже просто посмотреть женщину, дотронуться. Пациентка карабкается наверх кресла, и при этом разговаривать, то есть помогает муж. У женского обрезания есть 3 типа. Первый – это удаление клитора или клиторального капюшона. Второй – удаление клитора и половых губ. И 3-й тип, самый жуткий – инфибуляция, фараоново обрезание. Женщине удаляют все наружные половые органы, а рану зашивают. Те, которые вот их сшивают фактически до конца, их же даже не сшивают, у них же нет шовного материала. Что делают? Они вот это все вырезают им практически без анестезии. А потом им связывают ноги на 2 недели, и они лежат, и у них формируются рубцы. И то есть там даже вот сказать, что это какой-то шов, не скажешь, что это шов. Просто грубый рубец, который все закрывает. И вот когда они приходят перед брачной ночью, их должны разрезать, потому что иначе они не могут иметь половой акт. Нигина Мунтиан лет 10 назад работала гинекологом в Гамбии, и там впервые увидела искалеченных женщин. Для коренных народов этой страны отрезать у девочки часть гениталий – обязательный ритуал. И если они не соглашаются на это, они просто признаны изгоями общества. Их девочек не принимают ни в одном обществе, они признаны грязными, не могут выйти замуж. Мало того, эту семью, вообще весь их клан лишает экономической какой-то любой другой поддержки. Сейчас Нигина вместе с Фондом народонаселения ООН спасает девочек от калечащих операций. Пользы от них никакой, а последствия страшные. ВИЧ, инфекция, смерть. Инструменты, ножи, ножницы, бритвы ничем не обрабатывают. То есть девочка считается, если в ней убьют вот эту сексуальность путем калечения ее половых органов, она не будет у нее влечения до свадьбы, у нее не будет внебрачных связей, добрачных связей. О том, что в России тоже делают женское обрезание, большинство из нас узнало 3 года назад. Тогда правозащитницы из фонда «Правовая инициатива» опубликовали доклад о калечащих операциях в некоторых селах Дагестана. Вместе с ними душераздирающие истории женщин. Женщины соседские на меня смотрели, а потом кто-то из них сказал: надо ее обуздать. Когда она приказала лечь на овечью шкуру, постеленную на полу, и взяла при этом большие ножницы, стало страшно. Помню, как зажмурилась, почувствовала острую боль и жжение. Дома мама утешала, говорила, что у нас в селе так положено, и никто большому значения этому событию не придавал. Когда моему брату делали обрезание, это было как праздник, люди приходили, поздравляли, а мне даже полежать не дали. Как было, так все и осталось. Кто практиковал, те считают, что на них это никак не повлияло, что если им надо будет, если у них будут дети, которым это не сделано, они будут делать дальше. Саида – одна из авторов того самого доклада. Она разочарована. Вот вышло 2-е исследование, но никаких результатов. Кроме правовой инициативы и нескольких журналистов из Дагестана, больше этой проблемой никто не хочет заниматься. И вот никакой такой реакции в обществе нет, потому что она очень деликатная, закрытая, и не хотят выступать против традиций отдельных народов, точнее не народов, даже общин.
Тем не менее, в одной дагестанской клинике нам подтвердили, что женское обрезание там делают по сунне, то есть обрезая крайнюю плоть. Какую именно плоть и каким образом, нам не ответили. На такую операцию есть спрос именно у мусульман, хотя в Коране об этом ни слова. Те вот предания, о которых многие ссылаются, они являются недостоверными. И их недостоверность подтверждена известными вот этими хадисоведами. Хадисоведы – это мусульманские ученые. В сети полно объяснений и цитат, которые якобы рекомендуют женщине сделать обрезание. Но отношения к исламу они не имеют. Тут вот приводят, что там был Ибрагим, Авраам, скажем, да, он был обрезан, там его жена Хаджар была. Но это до ислама. До ислама было много чего было. До ислама там люди трактуют вот историю, что люди там и жили там по 200, и по 300, и по 1000 лет, пророки некоторые. На форумах и в соцсетях женщины делятся историями про обрезание, продолжают цитировать якобы Коран, спрашивают совета, а правда ли такая операция усиливает ощущения? Когда у моей покойной тети умер муж, ей делали обрезание, но она уже была в возрасте. Но я знаю девушек, которые страдают от этого. Сейчас свекровь говорит, нужно моей дочке делать обрезание. Я сама тоже хочу, но не знаю, что делать. Мне делали обрезание. Отрезают маленький, как зерно, кусочек. Ну и нормально все в половой жизни. Последняя девушка в переписке рассказала подробности. Вот такая интимная пластика. В возрасте 6-7 лет, наверное, врач что-то сделала. Я даже не почувствовала, что там сделали. Ни крови, ничего не было. Делал хирург, врач, женщина. В больнице делали или дома? И еще подскажите, в каком городе это было? В больнице в Дагестане. Город не скажу, извините. В мире живет 200 миллионов женщин, которые подверглись этой операции. В Дагестане таких насчитали больше 1000. Им запрещено не только испытывать сексуальное влечение, но и говорить о травме, которую пришлось пережить. Проще закрыть на это глаза и назвать пластикой. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал, где вас ждет еще больше важных сюжетов.